Всем здравствуйте! Сегодня хочу вам показать мастер-класс по вязанию вот такого вот джемпера. На мой взгляд, этот джемпер подходит как мужчинам, так и женщинам, потому что он связан теневым узором и, вы знаете, мне кажется, он универсален. В принципе, я думаю, будет неплохо смотреться как на мужской фигуре, так и на женской. Конкретно я вязала на женскую фигуру. Так, что касается самого вот джемпера. Сейчас я вам покажу поближе, как он выглядит. Вот такой вот узор. Он состоит, узор этот, из лицевых и изнаночных петель. Есть у нас резиночка 1 на 1, платочная вязка и лицевые ряды. То есть, в принципе, он вяжется совсем легко. Раппорт узора состоит из 38 рядов в высоту. Связан джемпер у меня снизу вверх. Конкретно до пройм я провязывала по кругу и затем делила вязание на две части, то есть на перед и на спинку. Дальше отдельными частями я уже вывязывала перед, при этом формировала горловину и делала скос плеча. По спинке то же самое. Затем провязывала спинку, выполняла скос плеча и формировала горловинку. Сама горловина у меня выполнена ложной кетлевкой. Вот так она выглядит поближе. Это изнаночная сторона. Здесь у нас вот лицевая сторона. Вот так вот выглядит эта кетлевочка. Она мне нравится тем, что она действительно красиво смотрится на воротниках. И дальше набирала петли из проймы и провязывала уже рукав. Вот таким образом выглядит этот рукав. И что касается пряжи. Вы знаете, этикетка у меня не сохранилась. Но пряжа была вот такая. Мериносовая. Здесь у нас аналогично пряжа. Единственное, что цвет отличается. Цвет вот этого свитера 96. Серый меланж. 200 метров в 100 граммах. И состав вот такой. Это полушерсть. Метраж у нас 200 метров в 100 граммах. Очень удобный. Ниточка мягкая. И вы знаете, я этот свитер стирала в стиральной машине при 30 градусах. Ничего с ним не стало. Вы знаете, вот эти вот ряды выровнялись. Намного красивее стали смотреться. Потому что, когда я вязала, оно было, знаете, вот такое вот волнами. И довольно-таки грубоватое. Но когда постиралась, размеры не изменились. Но вот этот вот узор распрямился. То есть намного красивее стала смотреться вот эта вот кофточка. Так, теперь что касается спиц. Спицы, основное полотно у меня были номер 4. Резиночка по низу, а также по рукавам. И вот эта вот резиночка на воротничке провязана спицами номер 3,5. Кетлевка обработана номер 3,25. Так, теперь по пряже. Конечно, пряжа 200 метров в 100 граммах довольно-таки, скажем, очень хороша тем, что изделия вяжутся очень быстро. Ну, конечно, вместо вот этой вот пряжи можно, в принципе, взять и другую пряжу. Я сейчас вам покажу, предложу, какую пряжу можно взять вместо этой. Взамен этой пряжи можно вот такую взять. Газал, Бобби Вол. И здесь у нас 50 граммах 100 метров. Я думаю, эта ниточка тоже многим знакомая. Вот ее состав. 40% акрил, 20% кашемир па и 40% мериносовая шерсть. Кроме того, Alize Merino Royal. Вот такая вот пряжа. Это тоже у нас идет 100% шерсть. И метраж аналогичен. 50 грамм 100 метров. Расцветки разные есть. Они, в принципе, очень мягко. Вот эта вот ниточка тоже, она очень-очень такая шелковистая и очень приятная.
Если сложить в несколько сложений ниточку, то можно взять вот такой австралийский меринос. Тоже у нас фабрика Пехорка. Метраж в данном случае 400 метров. То есть можно взять 2 ниточки и смело вязать вот на этот метраж. Так, кроме того, есть такая вот пряжа Alize Lana Gold 800. Здесь у нас 800 метров в 100 граммах. 4 ниточки, и тоже можно вязать вот таким вот образом. Так, ну и вот такая вот еще пряжа у меня есть. Это у меня Пехорка, детский каприз. Что касается метража, 225 метров в 50 граммах. То есть если мы будем брать 100 грамм, будем брать в 2 ниточки, то это получится примерно около 200, то есть 225 метров. Тоже можно, в принципе, вязать спокойно. Ну и, конечно, я всегда говорю о том, что есть и бобинная пряжа, которая можно тоже ее использовать в несколько сложений. В данном случае это у меня 1500 метров в 100 граммах. Если взять 7 сложений эту ниточку, то у нас получится, вот если эта ниточка 2, 4, 6, вот 7, вот эта вот ниточка, это уже получится где-то 214-215 метров в 100 граммах. То есть тоже можно использовать спокойно бобинную пряжу. Ну, в принципе, выбор большой. Этот джемпер связан на размер 46-50, то есть элька. Так, сейчас я вам быстренько покажу, какие размеры у нас получаются. По уровню груди 52 сантиметра. От самой верхней точки, вот здесь вот, и до низа 60 сантиметров. Так, теперь что касается воротника. Вот смотрите, воротник, в принципе, он такой у меня не широкий. Вот, поэтому он плотно облегает шею. Вы знаете, очень хорошо смотрится. Сейчас вот можете посмотреть на фотографии. Так, ширина у меня получается, если вот от кетлевочки полностью, если кетлевочка, где-то 21 сантиметр. Но воротник, вот видите, он такой вот расширяется, поэтому голова свободно проходит и действительно по шее красиво ложится. Так, ширина плеч 16 сантиметров. Дальше. Ширина рукава 20 сантиметров. Длина рукава. Вот если брать длину рукава, вот отсюда, от уровня проймы и до манжета, где-то 52 сантиметра. Так, что касается самого манжета, вот в таком виде у меня 9 сантиметров. Ну и резиночка. Резиночка 5 сантиметров. Здесь у меня внизу шесть сантиметров. А вот здесь вот вверху совсем немного. Именно резиночка где-то 2,5 сантиметра. Даже 3 сантиметра нету. Так, расход этого джемпера получился 680 грамм. То есть, если брать вот такую вот пряжу, 7 моточков нужно бы брать обязательно. В принципе, можно даже воротник затем провязать немножко больше. Если вы хотите, чтобы он был подлиннее, значит, можно дальше вязать и подлиннее. Можно даже с отворотом, при этом применяя
различные спицы. То есть разные размеры спиц. Вот такой вот свитерок у меня получился. Джемпер. Он очень приятный, очень такой мягкий. Вы знаете, после стирки действительно распрямился этот узор. Плечико у меня сшиты швом петля в петлю. Вот так он выглядит поближе. Вы знаете, очень понравился дочке то, что так красиво смотрится, особенно на плечах. В данном мастер-классе я постаралась подробно рассказать и показать, как провязан этот свитер. Поэтому, если у кого-то останутся какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я на все вопросы постараюсь ответить. На этом у меня все. Если вам понравится это видео, я буду очень рада. Пишите в комментариях, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, если кто-то еще не подписался, потому что, я думаю, тоже найдете много интересного, полезного по вязанию на моем канале. Всем спасибо за просмотр и начинаем. Пряжа у нас мериносовая от производителя Пехорки. Цвет у нас 96-й, серый меланж. И что касается состава, это 50% шерсть мериносовая, 50% акрил. 200 метров в 100 граммах. Берем спицы сейчас номер 3,5. Будем вязать резиночку именно этим размером, 80 сантиметров. Маркер нам понадобится. И что касается плотности вязания. Вы знаете, это у меня образец связан на другое изделие. Плотность вязания в данном случае получается 2,2 петли. Умножаем на 102 обхват бедер, 102 сантиметра. И получается у нас 224 петли. Я буду набирать 220 петель плюс одну петлю для замыкания в круг. Вот так выглядит итальянский набор петель. В данном случае, видите, вот они смотрятся как фабричный наборный край. Вот эти вот петельки. Очень красиво смотрится. Так, что касается спиц, на которые я набирала вот именно сейчас, это у меня были спицы номер 3. То есть вот эти вот петельки, наборный край, я набирала именно на номер 3. И провязывала вот этот итальянский набор петель. А сейчас буду переходить на спицы номер 3,5. То есть резиночку сейчас я буду вывязывать именно номером 3,5. Что касается провязывания этой резиночки, здесь все очень просто. Вот у нас идет лицевая. Первая у нас, точнее, была изнаночная. Вот я ее уже провязала, чтобы маркер не упал. Дальше идет лицевая. И таким образом вяжем вот эту вот резиночку 1 на 1 на свою высоту. Я уже провязала полностью резиночку 1 на 1. Низ получился у меня 6 сантиметров. И сейчас переходим на спицы большего размера. Я буду вязать по кругу разными спицами. Правая спица у меня будет номер 4, а левая спица у меня будет номер 3,5. Для того, чтобы было удобнее вязать по кругу. Что касается дальнейшего вязания. Вот этот вот узор, который вы видите сейчас, он на схеме, здесь у нас показаны все петли лицевые и изнаночные. Такой вот незамысловатый теневой узор, но мне он очень понравился, поэтому я решила связать именно такое плечевое изделие именно этим узором. Сейчас смотрите внимательно на ряды. Они у нас тут все имеют нумерацию, поэтому я думаю, здесь ничего сложного нету. Провязываем дальше самостоятельно по этой схеме и на высоту до пройм. То есть полностью провязываем вот этот вот таким узором на свою высоту. Что касается моей высоты до проймы, то я провяжу полностью и тогда уже померяю и скажу, сколько это будет сантиметров у меня. Сейчас я вам покажу, как можно соединить
изнаночный ряд для того, чтобы не было ступеньки. Так вот мы здесь вот соединяли, видите, эти ряды, и ступеньки практически не видно. Мы ряд этот провязали изнаночный до конца, осталась одна петля лицевая. Мы ее не провязываем, переснимаем на правую спицу. Дальше смотрите, вот у нас есть протяжка, вот это мы набрасываем таким образом вот на спицу левую и перебрасываем вот эту вот петлю, которую мы сняли, последнюю лицевую. Дальше провязываем их вместе изнаночной петлей, вот таким образом, и подтягиваем. И смотрите, вот тогда у нас это соединение будет плавное, то есть не будет видно, где заканчивается, где начинается этот изнаночный ряд. Один раппорт узора в высоту у меня уже провязан, и в сантиметрах у меня 12. Вся высота у меня на данный момент 18 сантиметров. Я уже взяла второй моточек. Так, я уже довязала полностью до проймы. У меня получилось один раппорт, второй раппорт, и сейчас я вяжу третий раппорт. Конкретно я на 25 ряду остановилась, то есть 25 рядов, точнее, у меня провязано в третьем раппорте. Так, в сантиметрах у меня 38. Так, и сейчас я буду вязание делить на две части, то есть на две половинки. Это перед и на спинку. Но в самом начале я оставлю 4 петли для подреза. Вот у меня маркер. Это середина, скажем, с одной стороны вот у меня поделена, и вторая часть. То есть эти маркеры отделяют спинку и перед. И я эти петельки до маркера 2 петли, и после маркера я их сниму на отдельные. Так, я их сниму на отдельные маркеры. Вот где это середина нашего второй части. Так, мы тоже вот здесь вот дойдем и снимем 2 петельки до маркера и после маркера на отдельные маркеры. Это для подрезов. Итак, это у нас перед. По переду у меня провязано 4 раппорта в высоту. Вот смотрите, их легко посчитать. Первый раппорт, дальше идет второй раппорт, третий раппорт и четвертый. То есть 4 раппорта в высоту провязано по спинке. И сейчас мы будем формировать горловину. Вырез горловины. В высоту у меня в сантиметрах получилось 56 сантиметров. Так, что касается высоты по пройме, я имею в виду вот здесь вот 17 сантиметров высота проймы. И сейчас формируем горловину следующим образом. Смотрите, на спицах у меня 105 петель по переду. По спинке будет на 2 петли больше. По переду у нас 105 петель. Центральную часть вот эту я отдаю 37 петель, а на плечики по 34 петли с одной стороны и с другой стороны. Так, что касается формирования горловины. Вот таким образом я распределю нашу горловинку. Смотрите, сначала мы закроем 7 петель центральных вот здесь вот. 15 петель с одной стороны и с другой стороны мы с вами будем сейчас убавлять. Каким образом? Сначала мы закроем 2 раза по 3 петли, затем 3 раза по 2 петли и 3 раза по 1 петле. То есть у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 раз мы должны убавить, значит, это через ряд делаются вот эти убавки, поэтому получается 16 рядов мы с вами будем провязывать для того, чтобы сформировать вот этот вырез горловины. С одной стороны вот с этой сначала, а затем уже будем делать вот эти вот убавки, вырез горловины с другой стороны, вот здесь вот. При этом помним о том, что мы будем делать скос плеча. Вот таким образом. Наши плечики мы с вами поделим 34 петли на 4 части. И у нас будет 3 точки разворота. 1, 2, 3. То есть первый раз мы не довяжем 9 петель.
затем опять 9 петель и еще один раз 8 петель. Всего у нас 3 точки разворота. То есть 6 рядов мы с вами провяжем для того, чтобы выполнить скос плеча. 3 точки разворота, значит 6 рядов у нас будет прямых и поворотных. Так, у нас идет первый ряд в раппорте. Смотрите, это у нас по схеме у нас идет сейчас первый ряд. То есть это у нас идет уже 5-й раппорт, первый ряд. В первом ряду у нас все лицевые. Вот я уже провязала немножко плечики полностью. Затем 15 петель я опять вот этих провязано у меня вот сейчас. Вот этих вот. И сейчас мы с вами делаем бабочки вот этих вот 7 петель. Убавляем самым простым образом. Провязываем первую петлю лицевую, вторую лицевую и набрасываем предыдущую. И опять следующую провязываем, набрасываем предыдущую. И таким образом у нас должно быть закрыто 7 петель центральных. Сейчас мы с вами провязываем эти 15 петель. Вот они. Дальше идем, делаем плечи, тоже провязываем. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Провязываем полностью вот до этого места. Помним про то, что во втором ряду, второй ряд, у нас будет изнаночный. Поэтому по изнаночной стороне эти петли будут изнаночные. То есть по этой вот изнаночной стороне провязываем их как изнаночные. Провязываем вот до этого места. Не доходим одной петли, ниточка перед работой оставляется. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. И начинаем с вами делать убавки. Вот эти вот первые 3 убавочки мы с вами сейчас выполняем. Сначала мы берем одну петлю, вторую и за заднюю стенку провязываем лицевой. Дальше опять убавляем вторую петлю и еще одну. Вот таким образом подтягиваем немножко и затем провязываем также полностью вот этот вот ряд. Так, это у нас идут лицевые. У нас уже будет 3-й ряд, все петли лицевые. Опять на изнаночной стороне будут все петли изнаночные, потому что это будет 4-й ряд. И вот таким же самым образом будем делать убавочки. Я думаю, здесь уже будет все понятно. Дальше я не буду показывать, потому что все одинаково. Убавляем вот именно таким самым образом петельки. Провязываем дальше самостоятельно, сохраняя рисунок. Сейчас у меня уже будет идти 15-й ряд. И осталась у меня еще одна убавочка выполнить. Вот здесь вот по горловине. И одновременно я уже буду выполнять скос плеча. То есть я сейчас не буду довязывать 9 петель. Вот здесь вот и делать точку разворота. Значит, последнюю убавочку мы с вами выполняем. Дальше у нас идет 15-й ряд. В лицевом ряду это все петли лицевые. Провязываем лицевые петли, не доходя 9 петель до конца этого ряда. И будем делать точку разворота, выполнять. Сейчас я вам покажу, каким образом. Вот 9 петель остается. Мы сейчас с вами разворачиваем вязание на другую сторону, на изнаночную, и выполняем точку разворота. Смотрите, вот у нас идет петля, это у нас изнаночная, поэтому заводим вот таким образом спицу, снимаем, и вот так вот у нас получается на спицах петля двойная. Дальше у нас идет по рисунку следующий ряд уже 16-й.
16 ряд изнаночный, но у нас по изнаночной стороне будут петли лицевые. Поэтому мы с вами сейчас провязываем лицевыми петлями полностью до конца. И останется у нас еще 2 точки разворота. Точно таким же самым образом будем выполнять, как и эти. Поскольку у нас уже вырез горловины по этой стороне выполнен, убавки у нас уже не будут. Разворачиваем вязание на лицевую. Снимаем эту петельку. И дальше у нас идет уже следующий, 17 ряд. 17 ряд изнаночный по лицевой стороне. Провязываем все петли изнаночными, не доходя еще одних 9 петель. И будем делать точку разворота, вторую. Так, вот смотрите, 2, 4, 6, 8, 9 петель у нас есть. Вот у нас идет точка разворота, это одна петля считается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Еще одну петлю провязываем изнаночной. Так, разворачиваемся и выполняем вторую точку разворота. Так, смотрите, у нас петля это лицевая. И лицевая разворотная петля выполняется следующим образом. Так вот заводится спица правая, и ниточка идет вперед. Вот таким образом. Так, и сейчас уже будет идти 18 ряд. В 18 ряду, поскольку это изнаночный ряд, получаются изнаночные петли все. Провязываем изнаночными петлями до конца этого ряда. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. Будет уже 19 ряд. И в 19 ряду петли лицевые. Остается у нас одна всего лишь точка разворота. Это у нас петелька выехала. И сейчас ее опять провяжу вот таким образом. Так, провязываем 8 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот смотрите, здесь 8 петель осталось. И до этой точки разворота тоже 8. 2, 4, 6, 8. Так, последняя точка разворота на изнаночной стороне. Выполняем эту последнюю точку разворота. Она у нас изнаночная, вот таким образом. И ниточку отводим назад. Последний ряд у нас получается 20. В 20 ряду у нас получаются изнаночные петли. Провязываем изнаночные до конца этого ряда. То есть в этом раппорте у нас получилось 20 рядов провязано. И сейчас последний ряд у нас будет сглаживающий. Вот смотрите, вот так уже выглядит наше плечо. Точнее, скос плеча. Вот видите, это у нас уже вот эти вот петельки горловины, которые мы закрывали по центру. Здесь у нас вырез горловины идет. Вот этот вот 7 петель и вот эти вот петельки мы с вами закрыли. Так. И у нас вот такой вот получился скос плеча. 9, 9, 8, 8. Последний ряд у нас сглаживающий. То есть мы сейчас с вами должны провязать петли на лицевой стороне. Мы провяжем все петли лицевыми. Первую петлю мы снимаем. Дальше провязываем до точки разворота. Вот она. Вот это вот точка разворота. И за передние стеночки провязываем вот таким образом. Следующие петельки провязываем. Доходим до точки разворота. Вот она у нас одна. Но сейчас провяжем вот таким образом, чтобы оно было красивее. Вот таким образом, видите?
Так, дальше пошли тоже петли все лицевые. Осталась еще одна точка разворота, последняя. Так, вот таким образом мы тоже за передние стеночки провяжем. И остались последние петли. Тоже провязываем все лицевые. Этот ряд у нас последний, сглаживающий. И на этом у нас выполнено плечо одно. Вот с этой стороны. Так оно выглядит уже сейчас. Отрезаем ниточку примерно в 3 раза больше этого расстояния. И затем будем выполнять скос плеча и формировать горловину уже с этой стороны. С этой стороны присоединяем ниточку с изнаночной стороны. И отличие заключается в том, что мы убавки будем делать сейчас по изнаночной стороне. То есть с этой стороны у нас убавочки именно по изнаночной стороне. Вот здесь вот. А там мы делали убавки с лицевой стороны. Я думаю, в принципе, вот все понятно. Значит, первую петельку мы провязываем лицевой, изнаночной. Подтягиваем ниточку эту. Мы с вами провязывали один ряд, первый ряд раппорта по той стороне, перед тем, как делать вот эти вот убавочки 7 петель. То есть мы сейчас должны быть во втором ряду. Первый ряд провязан по лицевой стороне, сейчас идет второй ряд раппорта, я имею в виду. Так, второй ряд по изнаночной стороне у нас лицевые петли, но они по изнаночной стороне будут изнаночными. То есть мы сейчас вяжем с вами изнаночными петлями. Значит, провязываем полностью до конца. Съехала эта ниточка опять. Я сейчас опять ее полностью провязываем до конца этот ряд изнаночными петлями. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. И уже третий ряд у нас будет лицевой. То же самое провязываем полностью лицевыми до конца ряда. Не довязывая одной петли, ниточку за работой. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. У нас уже идет четвертый ряд. С вами сейчас будем делать убавку. Вот эти вот 3 петли мы с вами будем сейчас убавлять. Но убавляем изнаночными. 2 первые петельки за передние стеночки. Вот таким образом. Ниточку подтягиваем. 1 петля. Вторую делаем убавку. Подтягиваем эту ниточку. И еще одну. Дальше идут петли все лицевые, и это у нас 4-й ряд. Вот таким образом мы с вами дальше будем делать эти убавочки. То есть по этой стороне будут убавки выполняться именно с изнаночной стороны. Так, то есть мы сейчас с вами убавили вот эти 3 петли. Дальше будем доходить до конца ряда. На лицевую сторону разворачиваемся, провязываем по рисунку, так, сохраняем рисунок. И делаем вот эти вот все убавочки. Точно так же, аналогично, симметрично, как мы выполняли по этой стороне. Сейчас смотрите, вот у нас одна осталась убавка. Мы ее выполняем. Убавляем эту петлю по горловине. Вот это у нас последняя убавочка. Вот она, вот это вот выполнили. И сейчас мы с вами будем делать скос плеча. То есть точно так же, как и по этой стороне, у нас была последняя убавка, и мы начинали делать скос плеча. Точно так же и здесь. Но сейчас мы с вами провязываем, не довязывая 9 петель до конца ряда, и будем делать точку разворота. Вот у нас 9 петель остается на спице. 2, 4, 6, 8, 9. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. Делаем точку разворота. У нас петля это изнаночная последняя, поэтому заводим спицу вот таким образом.
Отводим ниточку назад. Вот так. И дальше провязываем по узору. Довязываем до конца ряда. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Опять сохраняем рисунок. И опять не доходим 9 петель. То есть, и дальше будем уже выполнять тоже самую такую же точку разворота. То есть так, как мы выполняли по другому плечу, точно так же сейчас будем выполнять. Только выполняем по изнаночной стороне. Сейчас я вот хочу вам показать, сглаживающий ряд по этой стороне выполняется по изнанке. И провязываем его все петли изнаночными, в том числе вот эти вот точки разворота. Вот у нас точка разворота, мы доходим до нее, подхватываем за 2 стеночки и провязываем изнаночной. Вот так. И у нас получится на изнаночной стороне последний ряд изнаночный, а по лицевой стороне последний ряд на другую сторону, когда мы развернем сейчас, у нас вот он. И мы потом будем плечики сшивать шву петля в петлю. Легче всего это выполнять на лицевых петлях. Когда мы провяжем еще спинку, будем плечики сшивать швом петля в петлю. Вот на этом у нас перед уже выполнен. То есть 2 плеча мы с вами выполнили. Вот таким образом. Так, вот так по переду у нас получается вот этот вырез горловины. Здесь у нас скос плеча с одной стороны, с другой стороны. И сейчас приступаем с вами к вывязыванию спинки. Что касается спинки, я не буду сейчас показывать подробно, как провязывать вот эту вот горловину и делать скос плеча. Смотрите, по спинке у нас будут распределены следующим образом петельки. По горловине оставим уже 39 петель, ну и на плечике, конечно, 34, так же, как и по переду. Что касается самой горловины по переду, ой, по спинке точнее. По спинке, смотрите, вот так я распределю петельки. Скос плеча будет аналогичен. И будут закрыты петли следующим образом. По центру сначала 21 петлю я закрою, а затем в 3 приема. Сначала 4, затем 3, а затем 2 петельки. Вот таким образом. И буду я выполнять вот это вот вырез горловины и скос плеча одновременно. Смотрите, у нас здесь 3 точки разворота, это 6 рядов. Здесь у нас тоже 3 точки, то есть точнее 3 приема мы закрываем петли. Значит, здесь тоже у нас 6 рядов. Так, смотрите, вот спинка у меня же полностью провязана. Сейчас я вам объясню, как я ее выполняла, формировала вот эту вот горловинку. Значит, смотрите, вот у нас идет раппорт, вот у нас вот этот раппорт идет. И здесь у нас заканчивается, здесь заканчивается 4-й раппорт, вот это вот изнаночный ряд. 4 раппорта вот здесь провязано. Так, по спинке вот тоже. И дальше идет уже 5-й раппорт. 5-й раппорт я провязала 14 рядов. 14 рядов. И тогда начинала формировать одновременно и горловину, и скос плеча. То есть одновременно. Закрывала сначала 21 петлю по центру. Провязывала вот за эту вот сторону сначала. Делала убавочки вот здесь вот. Вот видите, они совсем немного их здесь. И скос плеча. Точно так же, как и по переду. Затем ниточку вот сюда прибавляла. И начинала провязывать сначала изнаночный ряд. В изнаночной стороне. Ну, конечно, сохраняя вот этот вот рисунок также. И точно так же выполняла убавки. Смотрите. Сначала убавляла 4 петли, 3, а затем 2. Вот здесь вот тоже совсем небольшой вот такой вот получился плавный такой скос. Так, сейчас мне остается выполнить шов петля в петлю. Вот так вот, скажем, немножко
показать, как оно выглядит по переду. Вот это вот горловина. Разница есть. Вот смотрите, видите, она сразу, конечно, видна. Вот таким образом. Сшиваем сейчас плечики швом петля в петлю. Если кто-то еще не умеет выполнять этот шов, можете сейчас перейти по ссылочке, она появится сейчас в правом верхнем углу, и посмотреть. Итак, шов петля в петлю уже выполнен. Вот так выглядят наши плечики поближе. Что касается изнаночной стороны, то там у нас идет такая вот изнаночная дорожка. Так, и сейчас мы с вами будем вязать рукав. Вот эти вот петли, которые пересняты на 2 маркера, мы их переснимем на спицу. Они у нас тоже пойдут в рукав. И дальше будем набирать петельки по краю переда и спинки. Что касается количества петель по рукаву. Вот здесь вот с одной стороны до серединки плеча. И с другой стороны мы наберем по 49 петель. Итого у нас получится с одной стороны 49, с другой стороны 49 петель и вот эти вот 4 петельки. Всего у нас получится 102 петли. Так, берем спицу в работу номер 4, так же как мы с вами вязали основное полотно. Ниточку в работу берем и начинаем набирать петли. Петли набираем сначала, вот начиная отсюда. Так, вначале мы с вами провяжем вот эти вот первые 2 петли, вот эти вот. А это у нас уже будут последние, потому что у нас будет здесь вот центр нашего рукава. Значит, эти петельки мы с вами провязываем в самом начале. Вот у нас одна петля. Затем вторая петля. Так, провязали мы вот эти вот 2 петельки. И начинаем набирать петли по краю. Здесь ничего такого сложного нет в наборе этих петель. Можно где-то воспользоваться крючком. А так вот по краю мы с вами набираем. Всего у нас должно получиться 49 петель. И вот таким образом потихонечку стараемся, чтобы не было вот этих вот дырочек у нас. Набираем дальше петли. На канале у меня есть отдельное видео, как можно набирать петли по пройме. 4 способа. Если кого-то заинтересует, можете сейчас перейти по ссылочке, она появится в правом верхнем углу, и посмотреть это видео. Там 4 способа набора петель по пройме. Петельки по другой стороне вот я уже тоже набрала. И сейчас провязываем вот эти вот 2 петельки, которые у нас на маркере остались. Таким образом у нас набраны петли по рукаву. И сейчас мы с вами первый ряд провязываем лицевыми петлями. Полностью первый ряд лицевые петли. Во втором ряду у нас уже будут убавки. Смотрите, вот у нас серединка этого рукава нашего. Мы с вами отделим маркерами 7 петель. С одной стороны 3 петли, на одной спице 3 петли и на другой спице 4 петли. Мы будем убавлять петли после маркера, а здесь до маркера. Начинаем провязывать.
второй ряд. Эту петельку мы с вами провязываем. Ниточку подтягиваем еще. Дальше идет убавка. Убавка идет здесь вправо. За 2 передние стенки провязываем лицевой петлей. Вот так. Переснимаем маркер. И дальше, смотрите, у нас должен сохраняться вот этот вот рисунок. То есть мы будем вязать с вами такой же самый рисунок, как и по переду и спинке. Единственное, я хочу сказать то, что у нас получается вязание уже будет не снизу вверх, а сверху вниз. Сейчас, что касается нашего узора. Смотрите. Здесь у нас вот уже идет этот узор сверху вниз. Это у нас пронумерованы ряды. И первый ряд у нас будут лицевые петли. Точнее, мы с вами уже его провязали. И сейчас мы с вами будем вязать второй ряд. Тоже будет лицевой. Смотрите, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 рядов. У нас будут все петли лицевые. Дальше будет узор идти вот таким образом. То есть рисунок точно такой же, узор. Но единственное, что мы будем вязать его уже сверху вниз. Так, вот эти вот циферки, которые обведены в кружок, это убавки. В этих рядах у меня выполнены убавки в рукаве. Начинаем провязывать второй ряд. После того, как мы выполнили убавку, у нас дальше идут все петли лицевые по рисунку. Остановимся возле этого второго маркера. Доходим до маркера, переснимаем его и делаем убавку уже влево. Первую петлю мы снимаем, вторую провязываем и набрасываем ту, которую мы снимали. Вот таким образом. Дальше у нас остаются еще 2 петли, мы их провязываем лицевой. Следующий ряд идет уже без убавок. И второй ряд у нас по рисунку тоже лицевой. Сейчас у нас идет третий ряд. В третьем ряду у нас будут убавки. Вот до маркера остались 2 петли, мы с вами провязываем их за передние стенки. Вот таким образом. Переснимаем маркер, и дальше у нас идут все петли лицевые тоже. Довязываем до этого маркера. Переснимаем маркер. У нас здесь 3 петли, и мы с вами делаем убавку влево. Первую петлю снимаем, вторую провязываем и набрасываем ту, которую мы сняли. Осталась 1 петля, мы с вами провязываем лицевой. Следующий ряд идет без убавок, и тоже он будет лицевой. Сейчас у нас идет 6-й ряд, и смотрите, мы провяжем вот эту вот первую петлю до маркера, затем полностью провяжем наш рукав и остановимся возле маркера. Доходим мы с вами до маркера, и смотрите, снимаем этот маркер, затем на эти петли переснимаем пока на правую спицу и переснимаем вот эту вот еще 1 петлю, чтобы нам удобнее было сделать убавку 3 петли вместе. Сейчас мы будем делать убавку 3 петли вместе лицевой. Так, убираем пока этот маркер. Смотрите, вот эти вот 3 петли, которые у нас остались, мы с вами будем делать, как я сказала, 3 петли вместе лицевой. Выполняем следующим образом. Пока переснимем назад на левую спицу. 2 первые петли мы снимаем как лицевой петлей, вот так. Третью мы провязываем лицевой, а эти аккуратненько набрасываем на третью. Вот так. И у нас получилась вот такая вот убавка. То есть у нас вот этот вот подрез, видите, он плавно идет вот таким треугольничком. Сейчас вам покажу на другом рукаве, как это выглядит.
Вот у нас этот второй рукав. И вот так же выглядят эти убавки. Что касается дальнейшего вязания. Вы знаете, мы сейчас с вами будем дальше провязывать рукав вот таким узором, который сейчас вы видите на экране. Как я уже сказала, мы идем сверху вниз. И при этом делаем убавки. Вот в этих вот рядах, которые сейчас еще раз укажу на экране. Единственное, хочу уточнить, что убавки будут выполняться в конце и в начале спицы. Если идет в начале ряда, значит убавка будет идти вправо. Вот таким образом за 2 передние стенки будет провязываться лицевой. Это в начале спицы, в начале ряда. Если убавка будет в конце ряда, сейчас я пересниму, покажу вам. Вот дошли вы до последних петель 2 на спице и выполняете убавку влево. Первая петля снимается, вторая провязывается и набрасывается вот эта вот петля. Это будет убавка влево. Дальше провязываем самостоятельно. Так, рукав у меня уже один полностью провязан. Сейчас я буду провязывать до конца второй. Так, и как я его провязала, сейчас вам быстренько расскажу. Что касается количества рядов, значит, от начала и до манжета у меня провязано 152 ряда. То есть это получается всего в высоту 4 раппорта. То есть 38 рядов. Один раппорт умножить на 4 это 152 ряда. Самый первый это только самый первый ряд, вот этот лицевой. Дальше 39, 77 и 115 они шли уже как изнаночные. Так, что касается убавок. Убавки у меня были во втором, четвертом, пятом, 17, 28, 39, 50. Дальше идет 61 ряд, 72, 83, 94, 105, 116, 127, 138 и 148. То есть, если посчитать, это 16 убавок. По 2 петли, 32 петли я убавила. Всего у меня в рукаве было 102. Значит, 102 минус 32 петли убавки, получается 70 петель. Таким образом, вот я дошла до манжета, и у меня осталось 70 петель. Что касается моего манжета, я оставила 50 петель. То есть, получается, 20 петель я сократила перед манжетом и затем вывязывала уже резиночку 1 на 1. Что касается количества рядов этой резиночки, у меня провязано всего 14 рядов, и затем я закрывала иглой. Фабричное закрытие петель. Если кто-то не знает, как его выполнять, вы можете сейчас прийти по ссылочке и посмотреть, как оно выполняется. Я думаю, доходчиво там все объясняю, поэтому если кто-то не умеет, может попробовать, у вас тоже все получится. Есть даже у меня кратенькое видео шортс, поэтому тоже можете найти, посмотреть. Там буквально 3 движения, которые нужно запомнить по закрытию именно петель фабричным способом. Так, вот я сейчас довяжу этот рукав. У меня рукавчики уже будут провязаны. И сейчас дальше я уже перейду на воротник. Так, что касается воротника, значит, я буду вывязывать сначала ложную петлевочку. Так, как провязывается ложная петлевка, я тоже сейчас конкретно не буду показывать. Можете посмотреть, перейти по ссылочке и тоже выполнить вот такую ложную петлевку. Итак, ворот я уже полностью провязала. Вот так он выглядит поближе. Это у меня ложная петлевка. Ложная петлевка провязана спицами номер 3,25. 3,25 с одной стороны, с другой стороны. Вот так вот выглядит поближе эта ложная петлевка. И с лицевой стороны. Дальше я вязала резиночку 1 на 1.
У меня провязанность, я вам сейчас скажу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядов. 8 рядов резиночка 1 на 1 провязана, затем закрыты петли фабричным способом. Так, теперь, что касается нашего свитера. Вот он у нас уже полностью провязан, поэтому мне осталось только его постирать. Я вам сейчас покажу поближе, как он выглядит. Ну, скажем, полностью немножко не получается, но вот так он выглядит, свитерок. Точнее, джемпер. На этом у меня все. Я надеюсь, что этот мастер-класс вам был полезен. Всем спасибо